Раз, два, три, четыре, пять. Всем здрасте. С вами Сварог и самые лучшие новости недели. Во-первых, хочу вас поздравить всех с наступившим Новым годом и предстоящими рождественскими праздниками. И пожелать вам, конечно же, всего и побольше, и чтобы вам за это ничего не было. Ну а мы приступаем к новостям. В пятницу у нас стартовал призыв с повышенным шансом на получение легендарных героев Эловин и Анай. И я, с одной стороны, понимаю разрабов, да, персы хорошие, ну, как минимум, Эловин это один из лучших хилов игры, то она и достаточно неоднозначна, да, очень много поджогов, но очень сильно раскрыться в этом плане она, наверное, сможет только под Селкаденсом с третьей пробудой, ну и бустанет Выса на третьей пробуде, также, когда он начинает бить по горящим целям с увеличенным дамагом. Ну и, конечно же, 10% шанс получения данных двух героев не увеличивают шанс на их призыв, то бишь шанс остается таким же, как он и был, 0,46%. И уже при получении легендарного перса у нас есть 10% шанс, что это будет либо Эловин, либо Анай. А с тем марафоном призывов, который у нас был в конце декабря, да и в середине декабря, там то древний, то синий, и особенные призывы, 1+1, и все это вот наслоилось такой силой, что камней на призыв Эловин просто уже, наверное, не осталось, поэтому для тех, кто хочет ее призвать, небольшой блок рекламы. Я думаю, что многие из вас видели ценник на покупку виртуальной голды, и так же, как и я, считаете, что это ценник конский. Поэтому я могу вам предложить сайт донатов нет, где вы можете задонатить напрямую, притом дешевле, чем в самой игре. Забудьте про передачу аккаунтов, все пополнения только по ID игрового аккаунта. А при регистрации по моей ссылке вы получите купон, который даст скидку на первую покупку. Ну и также после недавнего обновления комиссия на пополнение Steam у донатов нет достигла 14%, что является самым выгодным предложением на рынке. Но помимо всего прочего, на сайте представлен огромный спектр игр, в которых вы можете занести донат дешевле, чем через официальный ресурс. Ссылочка в описании. Что еще случилось в нашей игре? На самом деле, спасибо девятому за подсказку. У нас сломали сет интуиция. Суть в чем, когда базовая атака наносится цели, то также идет сверхом доп урон в размере 10 умноженное на уровень заклинателя, то есть 600 единиц. И при наличии сета интуиции на роботе можно было прикольно начинать фармить третьего босса кодекса, когда Сетрам разгоняется и бьет, ультит и сбивает последний щит на 400 с копейками тычек, потому что каждая тычка интуиции также идет за атаку. Но разработчики поняли, что это не фича, а баг, и сломали интуицию, и чинить ее не хотят. Так же, как и был сломан на тесте одно время, в районе месяца, наверное, сет капельки, когда не накладывался баф на увеличение атаки на 10%, но после этого его починили, и теперь сет капли накладывает баф не рандомно, а на персов, на которых бафа не было, что очень удобно для выставления на клан-боссе. Почему они не сделают на глобале, я не знаю, потому что она и появилась относительно недавно, что там, что здесь, обновленная капля на тесте уже месяц-полтора, если не больше. И с удовольствием жду, когда ее завезут на глобал. Также, что касается Алистера, у этого товарища не учитывается урон от сияющей эрозии в итоговых таблицах урона, поэтому его можно попробовать погонять и на ГВГ, и на первом рейде. Для тех, кому вообще интересно показать, что он из себя представляет, заодно посмотреть, как это может работать. Также продолжаем обсуждать героев, и такой герой, как Айя, которая у нас периодически мелькает в игре. Ее одно время перебафали, сейчас ее урон понизили раз так в 10, если верить тем уронам, которые она наносит. Но есть одна фишка, которой Айя интересно играет на второй фазе разлома с бароном Людвигом. Когда она призывает свои ледяные бомбы, и бомбы встают на те места, где должны появляться щупальца, щупальца оттуда больше не появляются. Поэтому можно придумать пару интересных стратегий в моменте, где щупальца нельзя атаковать, либо неким их атаковать, мало ли вдруг, либо они появляются в неудобных местах. И туда можно воткнуть Айю, и Айя будет спокойно затыкать дырку щупальца, и, соответственно, эта щупла не будет появляться. Также нам внезапно быстро поменяли втихаря ульту Тазика, Тазиры, и этот перс тоже может попробовать себе показать на том же третьем боссе кодекса, потому что раньше она просто стреляла 6 раз,
и после чего там наносила еще пару ударов, то тут же у нее ульта прям очень сильно заточена на скорость и количестве тычек. Но опять-таки качать одного перса непосредственно для кодекса такое себе удовольствие, но почему бы и не попробовать. Это один из тех льготных вариантов, который может попробовать помочь вам сбить щит. Ну а теперь давайте поговорим чуть-чуть про обновленную арену. Нам вместе с обновой запилили новую арену. И я не понимаю разработчиков, почему они пильнули новую арену вместе со сброшенным дефом. Пока не настроишь его руками, он будет расставляться у фонтана. И вот это вот все в середине недели, когда народ там периодически упорно топает в какие-то первые места, и это все происходит. Не знаю, странная логика была разрабов, но да бог с ним. Тут более странная логика у игроков, непосредственно борющихся за первое место. А именно, мне не понравилось движение такого товарища, как Jake Smash. Все вы знаете, как происходят заливы первого места. То есть, мало того, что сам игрок нападает на всех бесконечное количество раз, которые ломятся в топ, также и команда, он же клан, ищут его на арене, нападают на него, сливают ему, плюс ищут его соперника и сливают соперника. Это было, это есть, это игровая механика, с этим никак не побороться. Можно, конечно, ввести какое-нибудь ограничение. Что-то такое, по-моему, было в рейде, еще в тот момент, когда я в него играл, но не суть. И как бы у нас идет противостояние кошельков, товарищ Jake Smash, видимо, очень сильно хочет занять первое место, поэтому пошел на шантаж, когда изначально он просит, чтобы ему уступили первое место, а потом начинает угрожать, что это нарушение правил и условий, и помощь клана в этом моменте является нарушением правил. За что, собственно, и осуждаю Смэша. Некрасиво, это все-таки игра, а не почесывание своих ЧСВ. Ну и с таким вот выхлопом очень некрасиво. Но это сугубо мое мнение, ваше мнение я бы с удовольствием послушал в комментариях к этому видео. И как бы хватит уже об этой высокой кухне торт мест и больших кошельков. Давайте лучше перейдем к ГВГ, потому что в моменте ГВГ у нас как-то слегка сломался крип, который летит в центральном гарнизоне, крип воздуха, и на самом деле это странно, потому что, ну, у них что, своя отдельная траектория полета, или что они там придумали? В общем, косяк за разрабами есть в этом моменте, поэтому будьте аккуратны и осторожны. Ждем, когда починят. Также недавно разработчики выкатили ответы на вопросы игроков и обещают, что будет добавлено больше чуть-чуть рейдов для материалов артефактов. С 19 по 21 повышая минимальное количество метеоритов, которые мы можем получить. С одной стороны, да, хорошо, с другой, как бы все уже давно привыкли фармить матарты 18 и бог-то с ним. Ну и также обещают ввести кнопку продажи артефактов в момент их создания, что облегчит, с одной стороны, наш геймплей, с другой стороны, больше тыкать мышкой. На самом деле было бы проще, если бы они артефакты, которые одеты на персах, не учитывали в рюкзаке, так же, как и шмот, потому что в ответах разработчиков кто-то тоже спросил, можно ли увеличить количество свободных слотов в рюкзаке, чтобы больше и усерднее фармить, на что сказали, что они подумают над этим вопросом. Хотя можно просто не учитывать одетый шмот, и как бы и все, и пожалуйста, вот и вечно чистый рюкзак. Было бы очень даже неплохо. Также поотвечали на некоторые вопросики. В принципе, с полными ответами вы можете ознакомиться по ссылочке, которая появляется сейчас сбоку от вас. Нашел сегодня этот пост в одной из групп, посвященных Watcher of Realms, поэтому почитайте, может кому-то будет и интересно. Но также думаю вам, наверное, порекомендовать покопить ресурсики, потому что скоро китайский Новый год, а так как разработчики у нас китайские, то что-то мне подсказывает, что на этот Новый год будет масса интересных движух, в которых потребуется наша активность. Ну и да, из интересных новостей, которые не касаются непосредственно нашей игры, китайские власти после поднятия вопроса о отмене всех этих рулеток, круток и всего остального, пересмотрели свое мнение. Чиновника, который предложил идею, успешно уволили, поэтому крутки остаются. Радуемся, улыбаемся и крутим шарды. Ну а на этом все. С вами был Сварог. Всем благосклонного рандома, богатого дропа и, конечно же, мирного неба над головой. Удачи!